Когда сегодня заходит речь о роли мужчины в исламе, у многих, особенно у тех, кто знаком с этой религией лишь по отрывочным новостным сюжетам, может сложиться неоднозначное впечатление. Возникают образы суровых тиранов, которые правят семьей как деспоты, а женщинам отводится второстепенная роль. Но так ли это на самом деле? Исламская модель мужчины — это не образец для мачизма или подавления, а модель ответственности, заботы и служения. Это роль не хозяина, а попечителя или покровителя, которая возлагает на его плечи колоссальную, но почетную обязанность. Давайте вместе разберемся, что на самом деле означает быть мужчиной в исламе, отбросив стереотипы и обратившись к первоисточникам и духу этой религии. Первым столпом семьи является роль кавама. Ключевой стих, описывающий роль мужчины по отношению к женщине, находится в Коране, и он звучит следующим образом. Мужчины являются попечителями и поддерживателями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущество над другими и потому что они расходуют из своего имущества. Арабское слово здесь «каввамун» или множественное число от «каввам». Это не значит «тиран» или «повелитель». Более точный перевод означает «попечитель», «хранитель» или «тот, кто отвечает за благополучие и опору». Представьте себе столб, который держит крышу. Без столба крыша рухнет, но при этом вся цель и красота здания в пространстве под этой крышей, где живут люди. Столб не главнее крыши или стен, у каждого своя функция. Мужчина в этой метафоре — тот самый столб, несущий ответственность за целостность и безопасность всей конструкции, семьи. Так почему же именно на мужчину возложена эта роль? В аяте указаны две причины. Первая причина — это физиологические и психологические особенности. Ислам признает, что мужчины и женщины созданы разными, с присущими им сильными сторонами. Мужчины, как правило, обладают большей физической силой для защиты и выполнения тяжелого труда. Второй причиной является финансовая ответственность. Это ключевой момент. Мужчина обязан содержать свою семью, обеспечивать жильем, едой, одеждой, образованием детей, лечением, всем необходимым для достойной жизни. Это его религиозный долг, фард, за невыполнение которого он будет спрошен перед Богом. В жизни это выглядит примерно так. Мужчина работает инженером, его зарплата идет на аренду квартиры, питание, кружки для детей, подарки жене. Он не одалживает жене деньги или разрешает ей тратить. Нет, это его прямая обязанность, которую он выполняет перед Аллахом. Его жена при этом может быть блестящим хирургом и зарабатывать втрое больше. Но по исламу она не обязана тратить свои деньги на семейные нужды. Они полностью принадлежат ей, и она может распоряжаться ими по своему усмотрению. Ее финансовый вклад — это не обязанность, а добровольная милость, садака, с ее стороны, за которую она получает дополнительную награду. Таким образом, положение каввама — это не привилегия для удовлетворения своего эго, а бремя служения, которое мужчина добровольно несет. Вторым столпом является финансовая ответственность, не право, а долг. Давайте глубже раскроем этот аспект, потому что он фундаментален. В исламе материальное обеспечение семьи, нафака, это обязанность мужчины, а не женщины. В эту обязанность входит жилье, обеспечение безопасным и достойным жильем, соответствующим возможностям семьи, питание и одежда, обеспечение качественной едой и одеждой не просто чтобы не умереть с голоду, а в соответствии с общепринятыми нормами. Образование и здоровье, оплата обучения детей и медицинских расходов для всех членов семьи, карманные деньги для жены. Муж должен выделять жене личные деньги, которые она может тратить безотчетно на свои нужды и желания. Этот финансовый щит, который мужчина держит над семьей, дает женщине огромную степень защищенности и свободы. Она знает, что ее базовые потребности гарантированы, и это позволяет ей сосредоточиться на других аспектах жизни — воспитании детей, саморазвитии, духовном росте или, если она пожелает, на построении карьеры, но уже без гнета финансовой необходимости.
К примеру, если муж теряет работу, он должен искать новую, сокращать свои личные расходы, но при этом обязан сделать все, чтобы уровень жизни семьи пострадал минимально. Если же жена не работает, на нее не ложится вина или давление из-за отсутствия доходов. Ее роль в создании домашнего уюта, воспитании будущего поколения и эмоциональной поддержке мужа признается не менее ценной. Третий столб называется «муж как партнер и источник доброты». Ислам далек от образа мужа-деспота. Напротив, пророк Мухаммад, мир ему и благословение, является лучшим примером того, каким должен быть муж. Пророк говорил: «Самые совершенные верующие – те, кто лучшего нрава, а лучшие из вас – те, кто лучше всего относится к своим женам». Он сам в быту был воплощением мягкости и помощи, помогая своим женам по дому. Зашивал свою одежду, чистил обувь, доил овец. Он никогда не поднимал руку на женщин, советовался со своими женами и учитывал их мнение. Он постоянно шутил, улыбался и проявлял нежность к своей семье. В Коране Аллах говорит: «Обходитесь с вашими женами достойно». А в другом аяте между супругами установлены отношения любви и милосердия. Так что же это значит на практике? Принятие решений через совет, шура, поскольку мудрый мужчина не издает указы. Он советуется с женой по важным семейным вопросам: покупка жилья, переезд в другой город, образование детей. Женщина в исламе не ребенок, а полноправный партнер, чей интеллект и интуиция высоко ценятся. Также важна эмоциональная поддержка. Мужчина должен быть надежной опорой не только финансово, но и эмоционально. Выслушать, поддержать, утешить, разделить радость и горе – все это часть его роли попечителя. И, наконец, терпение и прощение. Ислам призывает быть снисходительным к ошибкам и прощать промахи. Гнев и грубость осуждаются. Четвертым столпом положения мужчины является отец, первый и главный учитель. Роль мужчины не ограничивается быть добытчиком и мужем. Он – отец, и это одна из его самых важных ролей. Пророк говорил: «Лучшее, что может оставить после себя отец своему ребенку, это хорошее воспитание». Поэтому в обязанности отца входят обеспечить религиозное образование, познакомить детей с основами веры, научить их нравственности, Корану, молитве – это его прямая ответственность. Быть примером для подражания. Дети, особенно сыновья, смотрят на отца как на главный жизненный ориентир. Его честность, трудолюбие, отношение к матери, его манеры – все это бессознательно копируется и становится моделью поведения для ребенка – проявлять любовь и ласку. Пророк Мухаммад целовал своих внуков, играл с ними, сажал их на плечи. Он демонстрировал, что проявление любви к детям – это не слабость, а сила и милость от Аллаха. Справедливость между детьми. Особенно важно не делать различий между сыновьями и дочерьми. Ислам строго запретил предпочтение мальчиков девочкам, что было распространено в доисламскую эпоху. К примеру, когда дочь зовет отца поиграть, а он смотрит телевизор, исламский подход не в том, чтобы отмахнуться и сказать «не мешай», а в том, чтобы вспомнить, что эта маленькая просьба тоже часть его ответственности перед ней и перед Аллахом. И, наконец, пятый столб – это мужчина в обществе, лидерство через служение. Роль мужчины-лидера в исламе также основана на служении. Будь то руководитель на работе, имам в мечети или глава общины, его задача не командовать, а служить людям и обеспечивать справедливость. Праведный халиф Умар ибн аль-Хаттаб говорил: «Если бы на берегу Евфрата пропала овца, я бы боялся, что Аллах спросит с меня за нее в судный день». Вот уровень ответственности, который должен чувствовать мусульманин на руководящей позиции. Качества мужчины-лидера в исламе заключаются в справедливости, беспристрастность в решениях, честности, амана, как неприкосновенность к чужому имуществу и доверенным секретам, скромности в виде отсутствия высокомерия и компетентности, как стремление к знаниям и профессионализму. Так каков же он, идеал мужчины в исламе? Это муж-опора, который обеспечивает семью,
но при этом помогает по дому и говорит ласковые слова. Это отец-наставник, который является для детей примером силы и доброты одновременно. Это лидер-слуга, который чувствует ответственность за тех, кем руководит. Его роль каввама — это не палка для подчинения, а щит для защиты. Это не возвышение над женщиной, а возложение на себя дополнительных обязанностей, чтобы создать пространство безопасности, стабильности и любви для всей семьи. В конечном счете, исламская модель мужчины призвана создать гармоничное общество, где каждый знает свои права и обязанности, где царит не самовластие, а взаимное уважение, милосердие и сотрудничество. И в этом великая мудрость и милость Творца, который создал мужчину и женщину разными, но дополняющими друг друга, чтобы они шли по жизни рука об руку, как равноправные партнеры на пути к довольству Аллаха.